Думаете, вы смотрите кадры из путешествий по далеким странам? Вроде Исландии, Фарер, Балкан или Шотландии как минимум? А что, если я назову всего лишь одно слово, такое знакомое и неизведанное одновременно? Спорим, услышав его, у многих в недоумении подернутся брови. Ассоциативный ряд тут же среагирует и выдаст вам: шашлык, лезгинка, приора, мокасины, борцухи. Или даже более пугающие вещи. Друзья, вы во власти стереотипов. В этом фильме я покажу вам, что спустя 2 дня пути из Москвы вы можете окунуться в красоту, перехватывающую дыхание. Кухню, о которой будут вспоминать ваши вкусовые рецепторы. Воздух, отсутствие которого еще долго не простят вам ваши легкие. Искреннее радушие и гостеприимство. Итак, встречайте! From my winter hell, I've got candles and candy. I can be your daddy if you only let me creep into your prison cell. Hey baby, can you tell I'm not a criminal? Мотоцикл навьючен так, что, кажется, полквартиры вынесли. Если с подготовкой себя я вчера все рассказал, то для мотоцикла самое важное – это привязать красную бандану. Иначе, как известно, стиля не будет. А без стиля ничего не получится. Благодаря этому человеку мы оказались в городе Деревец. Потому что упыри на трассе М4 150 километров оставили без заправок. Первый день, как блин, получился немного комом. Сначала было просто очень холодно и дул штормовой ветер, который буквально сбивал с ног. Потом ко всему этому присоединился проливной дождь, и температура упала до 8 градусов. Окончательно вымотавшись и пройдя чуть меньше 700 километров, я решил, что пора перестать над собой издеваться, и остановился в мотеле. Что вы думаете? Стоило только оплатить номер, прошло минуты 3, и во всем отеле случился блэкаут. Вот за моей спиной как раз таки он. Вы его не видите, потому что он полностью во тьме. Заходим в нашу кухню. Света сегодня не будет? Ладно. Так что залипли мы в какой-то безымянный дверь. Без пропитания, без развлечений. С такими раскладами неизбежно хочется пошутить про везение, как у утопленника. Но посмотрим на это с другой стороны. Пусть сегодняшний день и все произошедшее станет маленькой жертвой этой дороги и этому путешествию. И с завтрашнего дня все неизбежно наладится и пойдет как по маслу. 6 градусов, легкий моросящий дождик, все как я люблю. Отряд кочевников прибыл в город воинской славы Ростов-на-Дону. Ю-ху! Мы сегодня в 5-й раз в Ростове, и при этом ни единого раза не пробовали что? Раков. Причем каждый из 4 раз я сокрушался, типа, блин, мы опять не поели раков. Так что сегодня закроем этот гештальт.
Давненько за меня слюнявчик не одевали. Блин, ребят, я никогда не любила раков. Это обалденно. Мясо нежнейшее. Я много ел лобстеров, лангустов и прочих креветок, джамбо и лангустинов. Честно, это гораздо вкуснее. Та самая пыль, дорога, ветра, свист. Вот они, настоящие будни мотопутешественника. Встали на обочине поправить багаж, и мотоцикл больше не завелся. Перестал видеть оба чип-ключа, так называемые метки. Я даже сходил вон туда, в автозапчасти, подумал, что ну мало ли, вдруг батарейки сели. Ну да, сразу обе, мало ли. Нет, батарейки не сели. Ждем эвакуатор. Как по маслу. Все механики, с которыми пообщался, сводятся ко мнению, что я попал под действие глушилки. В принципе, не беспочвенно, наверное. Вон стоят 3 антенны. И вот этот сервис, он какой-то непростой. Около него припаркованы 3 гаишные тачки. Вы даже не представляете, что нам предложили сделать. Ну, не нам, ему. Потолкать мотоцикл, который весит почти, ну, нагруженный 500 килограмм, наверное. Зачем самому ездить на мотоцикле, когда эвакуаторы придумали? Не барское то дело. Вот и все, погрузка закончена. Может, так поедем? Да я думаю, да. Чем мучиться, там прохладно. Пивка возьмем. Оказалось, что всему виной стали и правда глушилки радиосигнала. Мотоцикл попросту не видел чип-ключи. Местные, когда услышали, где это произошло, подтвердили, что в том районе лучше бы и не останавливаться. Выкатившись с эвакуатора, я обнаружил, что все прекрасно работает. Но раз уж приехал, решил переписать пин-код, чтобы в случае повторения ситуации просто запустить мотоцикл с его помощью. В этих приключениях мы и провели день, покинув сервис уже вечером. А впереди нас ждал Домбай. Я вот ей всегда говорю, что у нее лыжа просто огромная, она обижается. Ну вот посмотрите. Короче, ребят, нога распухла. Конверсы у меня такие утепленные, ездить невозможно. Дикая боль, прям мозг пульсирует. Но я обула вот Димины кроссы. Че, по-моему, красотка. Ребят, помните, мы говорили о том, зачем нам вообще все это нужно, зачем мы ездим, подвергаем себя всем этим тягостям и лишениям? Так вот, ответ на эти вопросы находится прямо за моей спиной. Главный рецепт человеческого счастья, он у нас ведь какой? Это сначала сделай человеку плохо, а потом верни как было. И вот когда ты, наконец, оказываешься в подобных местах на своем любимом байке, я не шучу, это просто переполняющее ощущение восторга и самого искреннего счастья. Ну, если со мной все понятно, я, по крайней мере, вожу мотоцикл, давайте послушаем, что думает на этот счет Катька, ей там зачем. Катерин, а вам-то это зачем вот все? Вау, едем дальше. Мне очень нравится путешествовать на мотоцикле. Кать, я спросил, зачем тебе это, а не что мы будем делать? Я как всегда. Ща будет минутка философии. Просто на самом деле путешествие на мотоцикле — это самый искренний, самый глубокий способ познания этого мира вот именно эмпирическим путем во время путешествия. Когда вы летите на самолете, едете на поезде или на машине, то вы всего лишь наблюдатели. Когда вы сидите в седле, вы
участники всего этого действия. Вы проживаете каждый момент изнутри. Вам открывается дорога, окружающий мир. Вы пропускаете через себя все запахи, дуновение ветра, вкусы окружающего воздуха. Ребят, это невероятно, правда. Попробуйте хоть раз, оно того точно стоит. Сбылась моя мечта. Мы здесь одни. А купил всю креселку, вообще по кайфу еду, как царь Вася. Ну, а я сижу как приличный человек. Зануд просто. Не понимает толка в жизни. Сделали нам типа красивую картинку. Картинка-магнитик. Обратите внимание, он как всегда красавчик, а я ну как чудовище какое. Ну и почему всегда так получается, ты не можешь сказать? Могу. Просто я красивый мужчина, и у меня фотогеничность по умолчанию на автомате есть. А я что? Одно и то же каждый раз. Я-то здесь при чем? Че хомячишь? Я не знаю, какие-то колбаски. Как тебе видон здесь? Ау. Видон супер. Можно я правду скажу? Это просто отвратительно. Все в жиру. Нет, есть не могу, Дим. Кафе это является местной достопримечательностью, известной на весь Донбай, как раз таки из-за своей видовой террасы. Да, терраса впечатляет, но кухня здесь достаточно простая, без каких-либо изысков. То есть просто поесть. Есть такой местный российский колорит, то есть на террасе душок жизнедеятельности Яков очень слышен вашим органам обоняния. Очень красиво. Да, безумно красиво. Если смотреть только туда. А здесь у нас реалии российской действительности. Старый подъемник. Да, какие-то сарайчики, гаражи. Но если с горами все ясно, есть в Донбайе рукотворная достопримечательность. 18 этажей, 630 мест, кафе, киноконцертный зал. Этот гигант в стиле советского модернизма должен был стать ключевой точкой курорта. Согласитесь, даже сегодня здания, соты и балконы кабинки выглядят круто. Но что-то пошло не так. Полностью готовое здание с коммуникациями и чистовой отделкой забросили в 1985 году. Что произошло и в чем причина, нет ответа и по сей день. Что грязные? На Донбай у нас было громадье планов. Гначхирское ущелье, военно-сухумская дорога, Бадукские озера, Туманлы-Кель, Клухорский перевал и одноименное озеро, куда я заранее получал пропуска в ФСБ, между прочим. Но по приезде надежды рухнули. Все было закрыто. На заставе сослались на сель и 2 большие лавины. Ты готова штурмовать лавину? Она же сказала, вы можете спокойно перейти лавину. Ну да, берешь спокойно переходишь. Ты серьезно сейчас? Я серьезно сейчас. Слушай, ну что ты такая растерянная, как будто первый раз в жизни, я не знаю, лавину штурмовать приходится. Издеваются надо мной вообще, как хотят.
Давай поведаем, что ты изобрела сейчас. Это, ребята, снегокол. Здесь не за что держаться, так вот, оп, Другое слово. ну ледокол, я подумала. Ну, то есть не ледоруб, а ледокол, да, у тебя? Так. Однако местные сказали, что в целом история мутная, и уже несколько дней за заставой сидят чекисты. Вояки, ясное дело, комментировать что-либо отказались. Вне камеры начальник заставы сказал: попробуй приехать завтра, глядишь, рассосется. Культурная программа накрылась, а меня такая диспозиция кардинально не устраивала. Ну, решил хотя бы в дождь на закате прорваться на водопад чертова мельницы. Сейчас мы пришли? Пришли. И где он? Он? Что-то не поняла. Я шла 1,5 километра. Где водопад? Он вот. Где? Вот прям перед тобой. Просто снег еще не растаял, и вот водопада не видно. Ну что, мы добрались до водопада чертова мельница, несмотря на уверение сотрудника КПП, что нам идти не стоит, мы не успеем. Сюда мы успели, но через 50 минут будет темно, пошел дождь, у нас нет ни одного фонарика, будем продираться обратно. Если нас сожрет медведь или йети, надеемся, вам понравились наши кадры, и они того стоили. Пока. Обратный путь под дождем подарил множество сюрпризов и ярких эмоций. Увы, уже не из приятных. Та же лавина в полумраке под проливным дождем стала более скользкой, чем ледовая арена, и превратилась в портал в преисподнюю. Каждый шаг по ней теперь грозил фатальным срывом в ущелье. И снегокол бы не спас, особенно один из двоих. Короче, мы не можем найти тропинку. Мы ходили на этот водопад и заблудились, потому что стемнело, пошел очень сильный дождь. Я не знаю, как мы будем выбираться. И на улице очень холодно стало. Аж пар изо рта валит, наверное, не видно. Катя, Так, что? хорош бухтеть под окнами, блядь. Спать охота. Это, блин, контент крутой был. Ты что делаешь? На фоне какой горы я смотрюсь эпичнее? Белолакая или Джубут-Урлучат? Идет дождь, значит, ехать пора. Вчера тут откисли, даже моськи на горе обгорели, поэтому надо срочно с этим что-то решать, иначе можно докатиться до чартеров в отеле All Inclusive. На улице плюс 8, но есть вариант поехать в Терскол. Там плюс 3 и обещают снег, а ночью минус 5. Let's go! Для очистки совести я все же заехал на заставу, но ничего нового не услышал. На вопрос, почему вчера я свободно гулял по лавине на чертовой мельнице, а здесь вы оправдываетесь ей, но я вижу лишь только чистый асфальт, от меня отвернулись и перешли на Балкарский. Улу-Муруджу в путеводителях пишут, и местные подтверждают, что это одна из самых чистых рек в мире. Вдоль нее идет тропа на Муруджунские озера, просто божественной красоты, но, увы, даже таким отморозком до них одним днем не добраться, а бивуачного снаряжения у нас с собой нет. В этом путешествии нам не раз приходилось ввиду обстоятельств менять план. Изначально я должен был ехать с друзьями, с которыми проехал на мотоциклах больше 2 десятков стран. Посетил концерты AC/DC, Guns N' Roses, Рамштайна, Bon Jovi. Но взрослая жизнь вносит свои коррективы, и из 9 человек к дате старта остались лишь я да Катька. После в дело вступили аномальные холода, о которых все местные в один голос говорили, что вообще не помнят такого.
В середине мая валил снег, и температура ночью достигала минус 15. Таким образом, пришлось вычеркнуть из маршрута Плато-Бермамыт и безумно живописную дорогу в урочище Джилысу. Путь наш лежал из Домбая в Прилебрусье через перевал Гумбаши. Лошадь испугалась дрона. You are the sun, you are the only one. You are so cool, you are so beautiful. Be my little rock and roll queen. Be my little rock and roll queen. Be my little rock and roll queen, yeah. Ребята, перевал Гумбаши, это просто безумно красиво. Я первый раз, наверное, в жизни оказался в месте, которое прекрасно на все 360 градусов. И здесь есть и скалы, и долины, луга, и вид на главный Кавказский хребет и его жемчужину гору Эльбрус. Это очень красиво, хоть и с погодой нам совсем не повезло. Льет холодный крупный дождь. А теперь не расслабляемся, утепляемся и едем дальше, потому что опять полил сильный дождь. А в долине-то вон солнце. Короче, ливня нам было мало, пошел град. Все как мы любим вообще. Ты довольна? Безумно, у меня все руки замерзли. Не знаю, видно, не видно, но вот он град. На сегодняшний день Гумбаши является самым высоким автомобильным перевалом в России. Пальму первенства он принял от Клухорского перевала после того, как дорогу на нем разрушил солевой поток. Дорога к вершине проходит через плато Бичий Сын, который называют край лошадей, из-за обилия последних на лугах плато. Впрочем, это вы и сами скоро сможете увидеть. Прокатимся? На Кавказе тоже есть пробки, но выглядят они чуть иначе, чем в Москве. Что произошло? Тебя укачало? Что произошло?
вообще где ехали? Это же дорогами назвать нельзя. Едем, блин, по какому-то танковому полигону, когда уже подвеску пробило 346 тысяч раз. Она у меня на минуточку Йоленс топовая. Я вижу знак. Внимание! Неровная дорога. 40 километров. Это вообще что? В смысле? Какие 40 километров? Я привык, что этот знак подписывается метрами. 100 метров, 200 метров, 300 метров, а не десятками километров. Это во-первых. Во-вторых, в смысле неровная дорога? А до этого она какая была? Ровная, что ли? Перешли с ада на адский ад. Блин. Вот это вот явно не подходит для таких путешествий. Докладываю. Мы в Кисловодске. Вышел из нарзанной галереи. Напился воды со вкусом пердежа. Напился воды со вкусом ржавых труб. Прикинул, каково мне здесь будет лет 85. Надо срочно выпить коньяка, а то днище прорвет, к гадалке не ходи. Откиснув на нарзанах, мы двинули в Баксанское ущелье. Названо оно, как это обычно бывает, в честь одноименной реки. А та, в свою очередь, получила имя в честь князя Баксана, которого вместе со всей своей семьей убили и похоронили неподалеку. Произошло это ущелье от удара сатаны хвостом о горы. По легенде, так он мучился после прикосновения рук одного из местных святых. Ну а поскольку хвостом он бил неоднократно и хаотично, то образовалось много и сопутствующих ущелий. А одна из ключевых достопримечательностей, ну, кроме, разумеется, Эльбруса и многочисленных нарзанных источников, гора Кызбурун, с которой в старые добрые времена местные сбрасывали непокорных девушек и провинившихся жен. А несколько лет назад местные около села Заюково нашли шахту, ведущую в таинственную пещеру. По заключению геологов, шахта и пещера искусственного происхождения, а возраст ее около 5000 лет. Такой вот радужный и светлый экскурс. Ну а если серьезно, то это одна из самых живописных дорог, по которым мне доводилось ездить. Свернув в сторону, мы отправились в горы на озеро Гижгит. Вообще, никакое оно и не озеро, а бывшее хвостохранилище заброшенного Тырнаузского вольфрамо-молибденового комбината. Да, хранили там хвосты, но нет, не те, что потерял ослик Иа. Так называют радиоактивные отходы горнодобывающей промышленности. Так что купаться там я не рекомендую. Нет, если вы, конечно, не собираетесь экономить на электричестве, мощно светясь в темноте. Все положили. Вау. Короче, произошло следующее. Как по маслу. Слушай, давай подождем, сейчас кто-то проедет да поможет. Да уж. Да ну нафиг, да ты силен. Дим, мы, наверное, не проедем туда на нем. Еще 8,5 километров до Гижгита. И подъем становится только круче, а сыпуха камней только больше, которые просто выскакивают из-под колеса. И что-то, наверное, я озер не видел. Даже спускаться оказалось нелегко. Заблокированные колеса тащило вниз. Но это я уже проходил в 2018 в Гизельдонском ущелье. И гораздо сильнее. Так что здесь совсем не напугался. Дорога реально жесткая. Даже, видите, не посадили меня на мотоцикл. Только хотела запрыгнуть. Мне сказали, куда ты прешься? Иди пешком. Иду. После импровизированного воркаута мы покатили в сторону ущелья Адерсу.
и предшествующей ему лестницы в небо. В ущелье ведет Докторский перевал, названный так по причине того, что является своего рода медосмотром и квалификацией для стремящихся в ущелье альпинистов. Считалось, то, как легко ты преодолеешь перевал, и покажет твою готовность к дальнейшему трекингу и восхождению. More creeping to my eyes, snail shows until the spring liberates me from my winter hell. I've got candles and candy, I can be your daddy if you only let me creep into your prison cell. Hey baby, can you tell I'm not a criminal? Your choice is seminal. I want you. Да? Давай свой рюкзак сюда. Давай, ставь. Иди, я постою. Вау, не-не-не, на кофры ноги не ставь. Stand in your row, try not to show. This life's a show, try not to glow. Way down below, Нравится? and that's the place where you would like to go. I've got cigarettes and brandy, which could come in handy if you just help me loosen up my hand grenades fuse. Baby, don't refuse, not true. But it's up to you now to choose. I want you to stay true to what's right for you. No matter who or know what will others say. Just find your way and try to stay. На пароме мой мотоцикл ходил, на лифте не ходил. Было для меня приключение номер один и сама цель этого путешествия. Просто, что-то нереальное. Вообще, нахождение на подъемнике людей недопустимо, даже в автомобилях. И по правилам все должны подниматься по лестнице рядом, потому что площадка не предусматривает даже номинальных ограждений, а высота перевала превышает 200 метров. Ребят, вот мы и прокатились на лестнице в небо. Должен сказать, что я очень искушенный турист, но у меня в горле от эмоций все пересохло. Я просто счастлив, как ребенок. Это было прям вау! И это реально мимолетно, но прям приключение. То есть вообще самая большая моя ценность — это эмоции. И вот они у меня сейчас просто фонтанируют через край. Вот так вот. Оказалось, что по ущелью на скуле физически не проехать, но Ильдар, оператор подъемника, организовал нам трансфер. В общем, рассказываю. Сегодня мы будем проводить ночь в ущелье. Дим! Как называется ущелье? 4 секунды назад спрашиваю. Я забыла, скажи, пожалуйста. Агбердяк. Нет, ну пожалуйста. Сейчас. Тюляк. Подождите. Кукусики, вы не представляете, что нас сегодня ждет.
Мы в безумно красивом ущелье, называется оно Адерсу, в альплагере Улутау. Но фишка в том, что так сошлись звезды, что во всем ущелье сейчас находится 4 человека. Я, Катька и 2 смотрителя альплагеря. Ни один интроверт даже в самых влажных мечтах просто не может же вообразить подобного. Но, видимо, это вознаграждение и такой своеобразный подарок, потому что через 4 часа 36 минут я рожусь в 19 раз. По этому случаю у меня припасен парной ягненок местного свободного выпаса. Так что пошли рубить дрова, пока не стемнело. Ребятушки, а ведь он не шутил. Весь этот инструкторский дом сегодня в нашем распоряжении. Не, ну а какие здесь сосны? Им, наверное, лет 600. Поезжай, включит, он умеет. Ну давай. Мне тут доверили добыть электричество, запустить генератор. На самом деле безумно прикольно. Сейчас везде популярно, как там, экотуризм, да, большие деньги платят. А у нас здесь, считай, полный эксклюзив экотуризма. То есть мы здесь на многие, там, я не знаю, гектары вообще одни и смотрители, 2 смотрителя. Офигеть. Знаете что? В Москве вы такого ягненка точно не найдете. Это нереально. Меня хлебом не корми, дай в любой точке земного шара замангалить. Я делал это, точно не в одном десятке стран мира, от каких-то лесов, чужих там даже ферм и диких пляжей. Но эта локация точно номер 1. Камера уже, конечно, не передаст, но прямо передо мной снежные шапки нереально прекрасных гор, вековые сосны. Какой тут запах! Это просто что-то с чем-то. Я стою, а у меня ножки даже от удовольствия и эмоций просто подкашиваются. А я, как всегда, греюсь. Мне очень холодно. Жду божественно красивое мясо. Божественный ягненок готов. Пинь, пинь. Ваш фидбэк. Не сними, пожалуйста. Кусок попался не очень. Пересними. Божественный шашлык. Мясо нежнейшее. Говорит человек, который всю жизнь утверждал, что не любит баранину. Не, это реально крутая баранина. На следующий день у нас была запланирована прогулка к подножию горы Улутау. Заняться серьезным трекингом нам не позволяла обувь. Хранители альплагеря посоветовали сходить к Камню Желаний. С их слов, это место паломничества людей со всего мира, и только за последнюю неделю было аж 3 человека из-за рубежа. Ну что ж, грех было упустить такую возможность, и мы выдвинулись в сторону погранзаставы. Накануне мы пересекли 10-километровый рубеж. Сделать это можно по внутреннему паспорту, а для прохода в 5-километровую зону нужно оформлять пропуска в ФСБ. Дело в том, что по ту сторону гор
Уже Грузия, Верхняя Сванетия, аул Местие. На заставе мы никого не нашли. Потоптались, покричали, да и пошли дальше. Спустя полчаса мы услышали крики. Обернувшись, увидели 2 взмыленных пограничников, бегущих к нам на всех парах с автоматом. Сдала нас ловушка с камерами и датчиками движения. Но, поскольку все документы у меня были в порядке, обошлось стандартной проверкой. Дорога не из легких. По буйникам, да по буйникам. Ущелье Адерсу, река Адерсу, гора Чигет, гора Улутау, мать гора с Балкарского, и Катька, которая стоит, и молится камню. Почему молись камню? Это камень желаний, это не простой камень. К нему приезжают люди вообще со всего мира. И каждый просит о чем-то своем. Это не точно. Вчера чувак, который нас сюда привез, сказал, что это просто офигенных размеров булыжник, который пахнулся с вершины горы. И ничего сакрального в нем нет от слова совсем. Что это просто очередная байка для туристов. Но справедливости ради уравновешу мнение, и их даже больше, то есть в один голос хранители альплагеря и пограничники сегодня нам сказали, что действительно этот камень обладает энергетической мощью, и это даже доказано учеными с применением спецоборудования. Загадали, посмотрим. Не у того камня я была, не у того камня я загадывала желание. Короче, вещают лузеры с места событий. Прошли мы какой-то камешек, ну вот реально, как любой из этих, совершенно такой же. И около него куст, и на него ленточки завязаны. Я еще говорю: Кать, смотри, я говорю, по ходу дела какие-то чудики просто по незнанке приняли это за камень желаний. Я говорю, пойдем искать дальше. И тут я нашел, конечно, Вот такую глыбу. офигенную такую большую такую глыбу. Я говорю, вот это камень желаний. Сейчас пограничникам показали, они ржут. Нет, говорит, вот этот вот булыжничек и был камень желаний. Нам очень повезло побывать в альплагере вдвоем. Так мы смогли сполна насладиться спокойствием и величием тех мест. Потому что в сезон здесь гораздо больше персонала, забиты все корпуса и даже полянки усеяны палатками туристов. Попрощавшись с Валерой и Ниной, мы отправились на штурм перевала Октопрак. Okay. Yeah. Look, yeah. Down low, up top. On my way to the bag at the bus stop. Some blow, some flop. I ain't get my shot yet, but I'm gon' pop. Don't stop, keep going. I got this mantra in my head, it make me keep flowing. Pour shots, keep pouring. It's no more vodka in my head, got no release for it. I see a flip, I make a flip. I'm a hustler, I just hit a lick. This that double shift, this that overtime. I'm on my job, player, you know I was born to grind. Октопрак – одно из моих любимых мест на Кавказе. Этот перевал соединяет Баксанское и Чегемское ущелье и ни много ни мало, а помнит поступь Нокта-Мерлана. В 1395 году он преследовал здесь со своей армией Тохтамыша. Местные рассказывают о подземном ходе, через который они еще детьми гоняли скот между ущельями, где, по их заверениям, живет шайтан. Находится он у основания скального массива горы Лха, который будто корона венчает склоны перевала. You are the sun, you are the only one. You are so cool, you are so beautiful.
бля. Ауч! Ауч! Это пиздец. Ауч! Как по маслу. Матерь Божья. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Помочь тебе? Давай помогу тебе. Помогаем? Подняли. Что скажешь? No comments, короче. У меня настолько пересохло в горле, что я уже почти не могу говорить, но я должен об этом рассказать. Кажется, я взял перевал. Мотоцикл сейчас стоит на вершине. Я спустился немного отдышаться. Я не понимаю, как я это сделал. В прошлый раз, когда мы здесь были, у нас был туринг, и мы его здесь знатно поваляли. Раз 5 минимум. И мой друг не мог один его ни поднять, ни взобраться на перевал. Финальный штурм я подталкивал мотоцикл сзади. Это было очень сложно. И тем более, туринг в соло, некому помочь, подстраховать. Мой склероз, посмотрите, здесь просто колдобины, крупные камни и одна ссыпуха, которая вылетает из-под колес. Ты должен держать очень тонкий баланс с газом. Дашь меньше, у тебя просто мотоцикл на подъеме заглохнет. Дашь чуть больше, ты просто уйдешь в пробуксовку и завалишься. Ой, это было невероятно. Мотоцикл уже наверху. И без воды пить хотим. Просто ужасно. Я уже не могу говорить. Она еще что-то ходит, болтает. Да, он уже не разговаривает. Мне кажется, мы сейчас здесь кони двинем. Wrapped up, so consumed by all this hurt. If you ask me, don't know where to start. Anger, love, confusion, roads that go nowhere. I know there's somewhere better, 'cause you always take me there. Came to you with a broken faith, gave me more than a hand to hold. Caught before I hit the ground. Tell me I'm safe, you've got me now. Would you take the wheel if I lose control? If I'm lying here, will you take me home? Could you take care of a broken soul? Will you hold me now? Or will you take me home? 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 Hold a gun to my head, count 1, 2, 3. If it helps me walk away, then it's what I need. Every minute gets easier the more you talk to me. You rationalize my darkest thoughts, yeah, you set them free. Came to you with a broken faith, gave me more than a hand to hold. Caught before I hit the ground. Tell me I'm safe, you got me now. Would you take the wheel if I lose control? If I'm lying, will you take me home? Именно здесь, в реку Черек, герой Алексея Чадова запустил Land Rover в фильме Алексея Балабанова «Война».
Посмотрите, как здесь сложно летать было. Здесь везде лэпы. И, в общем, он не летает по GPS-у. Он потерялся. Есть пролетка? Наверное, есть. Сложно было? Ну, просто уметь надо. Он в ATTI не позиционируется, абсолютно инертен. То есть его ветром тащит куда хочешь, не остановишь его. То есть отпустил стики, а его у тебя несет в прошлом направлении. Это просто надо знать, уметь. Приехали в Верхнюю Балкарию поснимать сторожевую башню Абайкала. А за спиной у меня офигенный грозовой фронт, о котором предупреждали МЧС. Думали, проскочим, но, видимо, нас сейчас знатно прополощет, а у нас даже дождевиков с собой нет. Именно из этой башни отстреливался капитан Медведев, герой Сергея Бодрова-младшего в фильме «Война». Естественно, мы собирались подняться и снять все вблизи, но сорян, братульцы. Товарищ полковник, капитан Медведев. Да, я. Здорово, Коль. Слышь, обложили нас тут. В вертушку пришли, а? Он только что пролетел. Я вам сейчас покажу, где он пролетел. Вот тут вот. Вы видите, здесь все в ветках. Будет, конечно, обалденный кадр. Ну что, мы доплыли. Едешь, ночь, на горизонте горы, там молнии пиу-пиу-пиу. В колонках AC/DC Thunderstrike. Красота. Катюх, что скажешь? Больной какой-то. Я он вся вымокла, как всегда. Говорит, давай скатаемся налегке. Ну и что, я оделась прилично. Теперь А опять еще как чучу-дрон. Плюс таких поездок — это то, что когда тебе захочется в туалет, останавливаться не обязательно. Нифига себе, что ты там на мотоцикле творишь. Братульцы, я тут посмотрел, мы, оказывается, уже целый час катосим. Думаю, для первого раза это достаточно. Так что мы тут пока пару дней в Нальчике почилим, хачин балкарских поедим, вещи высушим. А вы залетаете в комментарии и оставляйте обратную связь по поводу того, что добавить, что изменить, поскольку, как я уже говорил, это мой первый фильм. Буду рад вашему мнению и участию. Также напоминаю, что ваши лайки, репосты – это часть одного общего доброго дела в помощи нуждающимся. Так что жмите, но не жмитесь. Ну и, само собой, подписывайтесь на канал, жмите в колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Во второй части мы поедем в оставшиеся регионы Кавказа: Северную Осетию, Аланию, Ингушетию, Чечню, Дагестан. Так что скоро увидимся. Пока!